Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим нежнейшую, просто божественную шарлотку с большим количеством яблок с маленьким секретом. Если вы хотите также приготовить такую шарлотку, добро пожаловать ко мне на кухню. Нарезала яблоки сначала на четвертинки, а потом на пластиночки. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Если яблоки очень сладкие, можно не добавлять. Поливаю лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. И посыпаю корицей. У меня 400 граммов уже подготовленных яблок. Отставляю яблоки пока в сторону. Затем мне понадобится 4 яйца. Добавляю к яйцам немного соли, где-то 2 чайные ложечки. Всыпаю 150 граммов сахара. Взовью на высокой скорости миксера до посветления и увеличения в объеме. Вот так хорошо взбиты яйца. Я своим миксером взбиваю их около 7-8 минут. Вам может понадобиться больше времени, если мощность миксера меньше. Добавляю тыквенное пюре. У меня 150 граммов очень густого тыквенного пюре из запеченной тыквы. Как приготовить домашнее тыквенное пюре, уже есть видео на канале, ссылка будет в описании под этим видео. Взбиваю с помощью миксера недолго, чтобы тыквенное пюре вмешалось к яйцам. Отставляем миксер в сторону, он нам больше не понадобится. Соединяю муку 150 граммов и разрыхлитель 6 граммов. Просеиваю муку с разрыхлителем в 2-3 приема к яйцам. Перемешиваю с помощью лопаточки, складывающими движениями снизу вверх. Перемешиваем достаточно быстро, но очень осторожно и нежно. Ввожу последнюю часть муки и 20 граммов сливочного масла растопленного комнатной температуры. Как только тесто станет однородным, останавливаемся, больше вымешивать не нужно. Тесто готово. Берем форму. Диаметр формы у меня 22 сантиметра. Помещаю в форму немного яблок. Выливаю третью часть теста примерно. Снова часть яблок. Итак, вот чередую яблоко и тесто. Сверху распределяю оставшееся тесто. Я посыплю пирог миндальными лепестками. Можно посыпать грецкими орешками рубленными. И отправлю в духовку разогретую до 180 градусов. Снимаем готовый пирог из духовки. Он выпекался у меня 45 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Посыплю пирог сахарной пудрой. Пирожок получается просто нежнейший.